Сегодня в этом видео я решила поговорить с вами о дне рождения, о празднике День рождения. Почему эта тема? Потому что на прошлой неделе был мой день рождения. Поэтому я решила, что было бы неплохо рассказать вам о том, как отмечают этот праздник в России. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мария, и я преподаватель русского языка как иностранного и русской культуры. Я приветствую всех тех, кто изучает русский язык как иностранный и кого интересует русская культура и литература. Итак, день рождения. Начнем с того, что я у вас спрошу, когда у кого-то день рождения, что мы говорим? Мы говорим «с днем рождения». И изучающие русский язык некоторые студенты меня спрашивают: Мария, почему предлог «с», а потом творительный падеж «с днем рождения»? Потому что фраза «поздравляю тебя» или «поздравляю вас с днем рождения». После глагола «поздравлять», «поздравить» мы употребляем предлог «с», а потом творительный падеж. Но мы не говорим полностью, мы просто сокращенно говорим «с днем рождения», «с Новым годом», «с Рождеством», «с Масленицей», «с Пасхой», «с праздником». Договорились? Это первое. Второе. Очень важно, когда мы отмечаем день рождения, очень важно это застолье. Что значит застолье? Это когда собирается вся семья или друзья за столом. Где? Да где угодно. Дома, в ресторане. Мы можем устроить пикник на природе. Неважно. Самое главное, чтобы было застолье, чтобы были разные блюда и напитки. И мы все блюда ставим сразу же на стол. Здесь могут быть закуски, салаты, горячие блюда, напитки. Все мы ставим вместе на стол. Очень важная традиция русского застолья – это тосты. Что значит тост? Это торжественная речь. Очень важные слова, которые один человек говорит другому. Причем он их говорит с бокалом вина или другого напитка. Когда у кого-то день рождения, встает человек, из гостей, приглашенных, встает человек, он берет свой бокал, поднимает его и говорит какие-то слова имениннику. Именинник – это тот, у кого день рождения. Например, я поднимаю бокал и говорю: «С днем рождения тебя! Желаю тебе счастья, здоровья, любви». Тост может быть коротким, как этот, или может быть длинным. Например, я могу вспомнить и рассказать какую-нибудь историю про именинника. Также тосты могут быть очень поэтичными. Например, «Желаю тебе
столько радости, сколько капель в океане. И желаю тебе столько любви, сколько звезд на небе. Да, это очень поэтично, это очень красиво. Тосты могут быть разные, но самое главное, что нельзя пить без тоста. Нужно обязательно его сказать. После этого нужно чокнуться. Это значит соприкоснуть бокалы. Да? Это глагол чокнуться. Давайте чокнемся. Должна заметить, что день рождения, как праздник, начали отмечать недавно, в 20 веке. Раньше отмечали именины или День Святого, потому что каждое имя, да, оно имеет свой День Святого. Например, моя сестра, которую зовут Татьяна, у нее День Татьяны, День Святой Татьяны 25 января. Тогда нужно поздравлять всех женщин, которых зовут Татьяна, с этим праздником. Раньше праздновали именины, но потом в Советском Союзе стали запрещать религиозные праздники, и поэтому люди начали отмечать дни рождения вместо именин. Конечно же, очень важно дарить подарки на день рождения. И здесь нужно запомнить, что когда мы дарим русским цветы, должно быть нечетное количество цветов. Что это значит? Нечетное количество – это 1, 3, 5, 7 и так далее цветов. Мы не можем дарить на праздник четное количество цветов, то есть 2 цветка, 4, 6 – это четные числа. Почему? Потому что четное количество цветов дарят, или лучше не дарят, а приносят на похороны, когда человек умер. Тогда на похороны несут четное количество цветов. А вот когда праздник, день рождения, свидание с девушкой, должно быть нечетное количество. Одна роза или 3 розы или 5 роз или больше, но обязательно нечетно. Конечно же, еще один важный элемент русского дня рождения – это торт со свечами. Мы дуем, задуваем свечи и загадываем желание. Но это желание нельзя никому говорить. Нельзя о нем рассказывать. Почему? Потому что если вы о нем расскажете, то оно не сбудется. Так что вы дуете свечи, загадываете желание и молчите. Какие еще приметы, да, в России? Например, нельзя поздравлять с днем рождения заранее. Только можно поздравлять в этот же день или после дня рождения. Что это значит? Я объясню. К примеру, у меня есть подруга, с которой мы разговариваем каждую неделю. 1 раз в неделю, в субботу. Например, в субботу я звоню моей подруге всегда. Но у нее день рождения в воскресенье. А в субботу мы с ней уже разговариваем по телефону. И я не могу сказать: «Ай, у тебя завтра день рождения, поздравляю тебя». Нет. Значит, завтра я ей позвоню еще раз, и я ее поздравлю завтра. Или
послезавтра. Но сегодня, в субботу, я не могу ее поздравить. Это плохая примета, к несчастью. Еще одна плохая примета. Многие люди в России не отмечают день рождения, когда им исполняется 40 лет. Потому что считается, что это плохой возраст, несчастливый возраст. Почему? Все идет из религии, да, из православной традиции, потому что считается, что когда человек умирает, потом в течение 40 дней нужно за него молиться, чтобы ему простились все его грехи. Поэтому число 40 – несчастливое число. И многие люди в это верят и не отмечают свой день рождения в 40 лет. Ну и еще я вам расскажу про музыку, да, какие песни вы можете послушать про день рождения, если хотите. Первая песня из мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка». Крокодил Гена в этом мультфильме поет песню. Эта песня немножко грустная. Почему? Потому что он говорит о том, что ему грустно, потому что день рождения только раз в году. Ему дарят подарки только один раз в году, поэтому ему грустно. Ему хотелось бы, чтобы его день рождения было чаще. Это первая песня. Можете поискать в интернете и послушать эту песню. В университете я со своими студентами, мы учим эту песню, а потом поем ее, если у кого-то из одногруппников день рождения. И им очень это нравится. Вторая песня. Группа «Барбарики» называется «С днем рождения». Это детская песня, очень быстрая, веселая, радостная. И ее очень часто ставят на детские праздники. Когда детские вечеринки ставят эту песню для детей. И еще одна песня. Ее предпочитают взрослые, называется «С днем рождения», и это русская певица Ирина Аллегрова. Тоже можете ее поискать и послушать. Вот такое у меня получилось видео про праздник день рождения. Пишите мне в комментариях про ваши традиции на день рождения, как вы отмечаете день рождения в вашей стране. А я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего дня и настроения, всего вам самого доброго. Пока-пока.